Но душевность — это, наверное, одна из самых главных черт Макса. Он очень хороший, открытый человек, готов со всеми контактировать, понять. Главное его качество — это то, что он хочет отдавать. Человек, обладающий просто всеми качествами очень хорошего друга. Я такое явление встречаю, возможно, впервые в своей жизни, но это так. Искренность целиком полностью, мне кажется, описывает Максима в первую очередь. В какой-то момент мое собственное творчество стало мной. Я скромный человек, но я уверен в том, что я делаю, потому что оно звучит и оно несет ровно то, что содержу я сам. На меня очень сильно повлияла эстетика моей республики, потому что даже не совсем республики, моего города Печора, потому что изначально это Печор-Лак. И по некоторым данным, я не уверен прям на 100%, там 500 тысяч людей захоронены прямо под нами, там, где мы живем. И даже когда Печор-Лак был закрыт и тому подобное, есть постоянное ощущение вот этой эстетики и сегодня среди печорцев в моем городе. Вот именно вот эта эстетика очень-очень сильно повлияла на мое творчество. Эстетика не свободы. Эстетика вот вечной мерзлоты и желание освободиться и покинуть это место. Я думаю, что большинство людей, которые живут в этих городах, это люди, которые живут за счет надежды. И это тоже очень интересная эстетика. Эти люди даже не верят, что все будет хорошо, но они всегда на это надеются. И это такая светлая грусть, которая витает в воздухе, она меня очень-очень сильно вдохновляет. Музыкой я начал заниматься в лет 12, я полагаю. Я понимаю, что уметь играть на инструментах очень-очень хорошо, но мне настолько радует мысль о том, что я могу быть сейчас и саксофонистом, и пианистом, и кем угодно, и это в считанные секунды происходит. Мне нравится быть человеком-оркестром, когда я сижу за своим ноутбуком. Мне кажется, многие битмейкеры даже не ценят то, что у нас есть такая возможность. Вот так он стоит хорошо. Главное, экспрессии меньше. Да я лишний раз не двинусь вообще. Все твои мысли, мне хотелось от вас молчания. Не забудь мои похуже. Я на днях уже богатый и счастлив. Как живет с таким мягким сердцем? Я бы смог его сдавить рукой, а мое тебе даже в ладонь не влезет, так что просто порви другое. Все твои мысли, мне хотелось от вас молчания. Главное, реверба накинь. Реверб спаситель голосов. Тебе повезло, нахуй, у тебя ангельский голос, мне это не очень, поэтому мне нужен реверб. Сейчас все сделаем. Сейчас. Первое ощущение, когда просто встречаешь этого человека и слушаешь эту музыку, это ощущение единения. То есть человек не выстраивает ту стену между слушателем и музыкантом. Там она бывает горизонтальная, что ты меня не поймешь, вертикальная, там ты не добьешься до моего уровня, там вот смотри, я какой, ты нет. Макса здесь очень любопытная штука. Он берет огромную кувалду своей музыкой и пробивает эту стену между музыкантом и слушателем. То есть музыка идет прямым потоком, центрированно, направлена прям в самое-самое-самое сердце. Знаешь, типа как нарастание. Странно, этот текст у меня был запланирован на 122 БПМ. И что-то на 135 он ложится прикольнее, чем на 122, я не ожидал этого. Ну, кстати. Такая интересная история жизни музыканта. С Максимом мы познакомились в интернете. Я узнал о нем из статьи Артема Котова на Рэп.ру про один из самых перспективных русских рэперов. Ну, просто салютнул и сказал, что очень клевый материал, он клево делает.
И музыка очень клевая, вот. Только неразборчивость. Не, я помню, мне Даня предложил снять клип. Он такой, вот у нас есть движухи. Я тогда еще не был в Dead Dynasty. Он сказал, вот есть Максим Геннадьевич Многознал. Читает рэп. Мы такие, надо Максиму снимать, короче, фильм. Причем я тогда ничего не снимал, по-моему. Это вообще ничего не снимал. Я такой, надо Макса снимать, охуенный фильм. Ну, тогда я его побаивался. Мне казалось, он что-то таит. На самом деле нет, он просто такой добрый. Удивительное ощущение. Здесь очень-очень много разных людей сегодня. Определенные вот прямо сейчас меня слушают, определенные сейчас галдят. И сейчас затихли. Кто-то пришел, потому что знает мое творчество и чувствует то, что я говорю. Кто-то пришел, потому что слышал «Ты тупой» и песню «Герой» с Бастой и Фараоном. Кто-то ко мне очень хорошо относится, но не сможет мне этого сказать. Кто-то подойдет после концерта и скажет, что это было охуенно, на самом деле все это время бухал или хуесосил меня за глаза. И, блядь, я рад видеть абсолютно всех сегодня. Концепцию Феруса и тому подобное я пытался замаскировать собственный опыт и свою жизнь под персонажей. А сейчас я пытаюсь данного персонажа обратно размаскировать под собственную жизнь. И это очень важно. «Ночной ловец солнца» — это исключительно мой опыт, без какой-то мистики и тому подобное. Вот исключительно то, что я пережил, я рассказываю. Там «Третья грань» — это история парней, с которыми я рос, которые сгорели в машине заживо. Я рассказываю в 1.1 про друга Артема, который лишил сам себя жизни. Ну и много-много историй из моего личного опыта. В определенный момент я понял, что нет никакого смысла бояться рассказывать про свою жизнь, потому что я живу один раз, и кому какая разница, если кому-то это не интересно, то он этого не узнает. Если кому-то это интересно, и кому-то это поможет, и кого-то это поддержит, то это бесценно. И я обязательно отдам все, что смогу своему слушателю. Залог того, что тебе нравится чье-либо творчество, чувствуешь музыку или не чувствуешь. Чувствуешь, что человек сделал. Его творение, создание, или не чувствуешь. Я чувствую. Я нихуя, другое я вообще не чувствую. Я мало слушаю музыки в последнее время, последний год точно, потому что я ее просто не чувствую, она мне не близка. То есть я в основном смотрю и думаю, блядь, пиздец. Вот. И вот музыка Макса, она как отличается звуком, так и в принципе своим содержанием, своим нутром. Она похожа на мою. Я бы сказал, что это противоположность моей. И я себя там нахожу, я себя там чувствую, и пиздец. На русском языке это единственный исполнитель, с музыкой которого мне бы хотелось остаться наедине. Это охуенно. Всей семейкой насладимся тишиной, а улицам давно ведь уже нужен был герой. Это я! Улицам нужен герой! Улицам нужен герой! Скажите, всем улицам нужен герой! У нас происходит работа любопытным образом. Процесс, что самое интересное, он неконтролируемый. У нас нет плана, что мы должны обязательно сначала сделать вот это, далее разложить так, и в третий раз вот здесь обязательно сведем, отмастерим, клево, трек готов. Нет, на самом деле нет. Мы садимся и полностью отдаем себя музыке. Мы сразу находим какую-то одну волну, один вайб, и начинаем что-то просто придумывать. Вот он мне ставит трек, говорит, бля, вот хочу на это снять, и мы начинаем там, вот давай замутим это, давай замутим это, и как-то у нас разрастается. Конечно, у нас всегда были идеи масштабнее, чем мы их воплощали, как мне кажется, но у нас все впереди. Вот у нас задумка в «Ты тупом», типа, люди будут качаться и такие, бля, охуенный трек, охуенный клип, но посыл-то на самом деле, бля, все в порядке, ты тупой, нихуя непонятно, что ты качаешься. Макс — это огромная гордость, потому что это первый артист из нашего объединения, который взял и встал на ноги. Я очень долго ждал этого момента.
Я очень сильно верил в него, я им гордился, и это произошло. Я вижу эту хуйню, я наблюдаю за ним со сцены и понимаю то, что пиздец. Я вижу пиздец, я наблюдаю пиздец. И как бы, блядь, я вижу, как людей тоже захватывает эта энергия, и меня переполняет просто полностью чувство гордости за... Бля, это будет очень громкое слово, но в каком-то роде моего воспитанника. Ну, и для меня это честь, что это вот именно такой человек. Это официально мой любимый исполнитель на русском языке. Мои родители, моя семья сделали все для того, чтобы я не понял, где я нахожусь и что меня ждет впереди. За это я им очень-очень благодарен, потому что у меня было детство. И детство у меня было весьма красочное. Я думаю, что моя мама и моя бабушка – это самые лучшие мама и бабушка, которые я мог заслужить. Они знали, что у них припизнутый ребенок растет в семье. Они это понимали. И при этом они всегда с таким пониманием к этому относились. Они действительно радуются и гордятся. Я знаю, что типа люди вроде меня в какой-то замкнутой системе – это либо маленький человек, либо человек-ключ к разрушению, потому что такие, как я, все будут ставить под сомнение по итогу. И лучше уж я буду полностью в своей сфере. Они это понимают. Самая моя большая заветная мечта – это перевести всех, кто мне дорог, подальше от Родины. Как бы это ни звучало, я люблю Родину, но тот, кто сейчас с Республики Коми меня слышит, он понимает, что никто не желает своим родным терять здоровье на Крайнем Севере, терять свои мечты на Крайнем Севере. Надо быть очень-очень сильным человеком, чтобы прям абсолютно смириться с тем, что ты проведешь там всю свою жизнь. Мое восприятие мира очень часто менялось, и от счастливого ребенка я стал депрессивным подростком. Я был весьма злой, озлобленный, я бы сказал. Но это происходило по глупости. Я помню, что в какой-то момент меня как-то перещелкнуло, и я понял, что я разрушаю все вокруг и себя самого, и явно мир не станет лучше от того, как я смотрю на него. Я не помню, что именно произошло, но я помню примерно тот день, в который я решил, что я хочу еще раз посмотреть на мир. И с того момента я могу себя назвать жизнерадостным человеком, потому что я уверен, что так или иначе, что бы плохое ни произошло, всегда остается хоть что-то хорошее. Мир так и предусмотрен. Здесь присутствует такая гармония, которую многие не замечают. Плохое оно всегда будет ярче, удивительно. Но я думаю, что с возрастом мы должны учиться просто искать замену плохому на хорошее. Присоединение династии мне дало все хорошее, что у меня есть сейчас в жизни, помимо того, что у меня было до этого. Присоединение династии сделало меня и моих родных счастливей. Я понял, кто я есть за пару лет. Присоединение династии мне дало людей, которых я считаю не просто друзьями, я считаю их родными, потому что это совсем другой тип дружбы. Это не тип дружбы, что мы встретились, погуляли, поподкалывали друг друга и разошлись. Мы в течение нескольких лет топим друг за друга, мы действительно друг друга любим и говорим об этом вслух. Мы заботимся друг о друге. У меня есть настоящее ощущение семьи. Это не просто слова, у меня есть ощущение, что это я часть семьи. Вот, типа, мои братья, с которыми я могу ссориться. Но я знаю, что они для меня очень-очень важны, что я их очень сильно люблю. И ощущение семьи на самом деле, потому что все очень-очень часто говорят это слово, когда собираются в команду. Но это настоящее ощущение семьи. То есть разношерстный, но при этом я об этом даже не думаю, я воспринимаю их как родных братьев. Точно, папеньки, свод правил, важно, мы здесь наши папеньки.
такой, ебать, сегодня день, когда мы снимаем маленькую документалочку про меня, нахуй. Вот он я какой. Какой я охуительный. 10 человек, нахуй, собрались, чтобы снимать документалку про меня. Я такой, ну да, я из Печоры.